Здравствуйте, дорогие любители вязания! Сегодня мы будем с вами вязать вот такой шикарный узор. Мастер-класс я делаю по просьбе нашей читательницы Кати. Она прислала свою просьбу к нам в Инстаграм. Она прислала вот такую фотографию. Это фото из старого журнала, язык турецкий, как я поняла, но больше я не поняла ничего. Но посмотрев на узор, я написала Катерине, что этот узор часто встречается в интернете, мне не хочется повторяться, потому что есть видео, есть схемы, и узор этот называется то хвост змеи, то хвост дракона, то там турецкая лоза, на турецких сайтах вот похожие узоры. Ну, на что мне Катерина ответила, что узор это вот именно что похожие, но не те. Вот посмотрите, вот узор хвост змеи, да, и вот что, вот какой получился у меня. И она дала ссылку на турецкий канал. Когда я посмотрела это видео, ну, у меня не хватило терпения его досмотреть, конечно, очень быстро говорит турецкий язык, и потом она вяжет вот это вязание с накидыванием петель, тоже меня раздражает. В общем, ничего я толком не поняла. Я все-таки остановилась на схеме, которую прислала Катерина. Ну, кстати, схема неправильная, там по ней не получается так связать. Я составила свою схему. Вот она. Ну, давайте я вот сейчас по схеме пробегусь. Раппорт узора составляет 25 петель в ширину и 32 ряда в высоту. Это я взяла из этого журнала. Все петли на схеме обозначены так, как они выглядят на лицевой стороне изделия. И как мы вот вяжем по японским схемам. По этой схеме легко вязать по кругу, читая все ряды справа налево, и вязать петли так, как они обозначены. При поворотном вязании мы лицевые ряды вяжем, читая справа налево, и так петли, так как они обозначены, вывязываем. В изнаночных рядах мы читаем петли слева направо и вяжем петли в них наоборот. Если показана петля лицевая, мы вяжем ее изнаночной. Если на схеме изнаночная петля, вяжем ее лицевой. Вот темные клеточки – это нет петли. Вот чего нету вот в той турецкой схеме, почему у меня не пошел образец. Петли в процессе вязания у нас количество петель, вернее, увеличивается потом и потом уменьшается. И поэтому вот эти вот пустые клеточки, они необходимы для удобства составления схемы. Ну и вот сам узор, он совершенно несложный. Вот эта змеиная дорожка, между этими змеиными дорожками вот эти узоры из листьев. Вот, кстати, на турецком канале этот узор называется «Змея на розовом кусте». Вот имеется в виду, что это розовые кусты. Кусты роз. Ну, мне как-то больше это какие-то напоминают листья. Ну, короче, вот этот узор из листьев перемежается, узоры из листьев перемежаются вот такими вот волнистыми ажурными дорожками. Раппорт ажурной дорожки 8 петель в ширину. Раппорт узора из листьев 17 петель. И так чередуем. Здесь у меня провязано 2 раппорта в ширину по схеме, и только в начале я добавила еще одну ажурную дорожку. Мы с вами свяжем один раппорт в ширину и один раппорт в высоту. Кстати, я так и не знаю, как же назвать этот узор. Я уже потом как-нибудь его назову, но может быть вы мне что-то пришлете, какое-нибудь красивое название, или может быть так и оставить хвост дракона. Итак, набираем на спицы 27 петель вместе с кромочными. Первую кромочную я снимаю, последнюю кромочную провязываю изнаночной. Вяжем первый лицевой ряд. 2 изнаночных, делаем накид, 3 вместе провязываем лицевой с наклоном влево. В первом наборном ряду петли лежат так, как они лежат при классическом вязании, и мне нужно их развернуть, чтобы
провязать с наклоном влево, чтобы они красиво ровно легли. 3 вместе лицевой с наклоном влево. 14 лицевых. Вот, это узор с листьями закончился. И дальше начинается дорожка. 2 изнаночных, 2 лицевых. Делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Второй изнаночный ряд. Петли ажурной дорожки мы вяжем по схеме. 2 изнаночных, накид провязываем изнаночный. Делаем накид, 2 вместе изнаночной. Далее 2 лицевых и петли с листьями. Закончили петли дорожки, петли узора с листьями. 16 изнаночных. И 2 лицевых. Вот в изнаночных рядах я буду говорить, вам проговаривать петли ажурной дорожки. Кстати, они вяжутся одинаково. Повторяется вот 4 ряда у ажурной дорожки, раппорт высоту. И здесь я буду говорить количество петель изнаночных и 2 лицевых в конце. Очень легкий узор. Третий лицевой ряд. 2 изнаночных, накид, лицевая, накид, 3 вместе лицевой с наклоном в левую сторону. Мне уже сейчас петельки удобно легли, мне удобно их подхватывать. 12 лицевых. Далее петли дорожки, 2 изнаночных, 2 лицевых, делаем накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево и кромочная петля. И чтобы полностью провязать дорожку, нужно еще 2 изнаночных добавить. Когда вы будете вязать несколько раппортов в ширину, то вот эти 2 изнаночных, они вот в начале ряда. 4 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых, 16 изнаночных и 2 лицевых в конце ряда. Получается, что здесь мы в изнаночных рядах после дорожки провязываем петли по рисунку. 5 лицевой ряд, 2 изнаночных, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 10 лицевых, и петли дорожки, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой. 6 изнаночный ряд, петли дорожки, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых и 17 изнаночных и 2 лицевых до конца ряда. Петли по рисунку. Седьмой лицевой ряд, 2 изнаночных, накид, лицевая, накид, 2 лицевых, накид,
3 лицевых, накид, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 8 лицевых. Далее 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 8 изнаночный ряд, петли дорожки 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку. У нас будет 19 изнаночных и 2 лицевых. Девятый лицевой ряд. 2 изнаночных, 1 лицевая, накид, 2 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 4 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном влево, 6 лицевых. И петли змеюки. 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 10 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку. У нас будет 20 изнаночных, 2 лицевых. Одиннадцатый лицевой ряд. 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 8 лицевых. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 4 лицевых. И петли дорожки. 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 12 изнаночный ряд вяжем точно так же, как 10. 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых, 20 изнаночных и 2 лицевых. Тринадцатый лицевой ряд. 2 изнаночных, 3 лицевых, накид, 12 лицевых. 3 вместе лицевой с наклоном влево, 2 лицевых. И петли дорожки. 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 14 изнаночный ряд. 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку. У нас будет 19 изнаночных и 2 лицевых. Пятнадцатый лицевой ряд. 2 изнаночных, 16 лицевых, 2 накиды здесь уже перестали делать, 3 вместе лицевой с наклоном влево и петли дорожки ажурной. 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 16 изнаночный ряд. 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых.
и 17 изнаночных и 2 лицевых до конца ряда. Тут уже петли по рисунку. Вот посмотрите, мы провязали с вами половину раппорта. 3 вместе лицевых в каждом лицевом ряду мы провязывали с наклоном в левую сторону. И вот у нас шел вот изгиб влево. Сейчас мы будем вязать с изгибом в правую сторону во второй половине узора. 17 лицевой ряд, 2 изнаночных, 14 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Вот теперь мне нужно развернуть эти петли, мне теперь неудобно их подхватывать, чтобы подхватить за передние стенки. 3 вместе лицевой с наклоном вправо. Делаем накид и петли ажурной дорожки. 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. Здесь у нас ничего не меняется. 18 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку. 16 изнаночных и 2 лицевых. Девятнадцатый лицевой ряд, 2 изнаночных, 12 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, лицевая, накид и петли змеи, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 20 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее 16 изнаночных и 2 лицевых. 21 лицевой ряд, 2 изнаночных, 10 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 2 лицевых, накид, лицевая, накид, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 22 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку. У нас будет 17 изнаночных и 2 лицевых. Двадцать третий лицевой ряд, 2 изнаночных, 8 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, накид, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, накид, лицевая, накид. Далее 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 24 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку. У нас будет 19 изнаночных и 2 лицевых.
25 лицевой ряд, 2 изнаночных, 6 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 4 лицевых, накид, 3 лицевых, накид, 2 лицевых, накид, 1 лицевая. Далее 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 26 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку: 20 изнаночных, 2 лицевых. Двадцать седьмой лицевой ряд, 2 изнаночных, 4 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 8 лицевых, 3 накид, 3 лицевых, накид и 2 лицевых. Далее петли дорожки: 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 28 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку: 20 изнаночных, 2 лицевых. Двадцать девятый лицевой ряд, 2 изнаночных, 2 лицевых, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 12 лицевых, 3 накид, 3 лицевых, 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 30 изнаночный ряд, 2 изнаночных, накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых. И далее петли по рисунку. У нас будет 19 изнаночных и 2 лицевых. 31 лицевой ряд, 2 изнаночных, 3 вместе лицевой с наклоном вправо, 16 лицевых, и петли ажурной дорожки: 2 изнаночных, 2 лицевых, накид, 2 вместе лицевой с наклоном влево. 32 изнаночный ряд, последний ряд раппорта, 2 изнаночных, делаем накид, 2 вместе изнаночной, 2 лицевых, 17 изнаночных и 2 лицевых до конца ряда. Петли провязываем по рисунку. Вот, посмотрите, провязали с вами один раппорт в ширину, один раппорт в высоту. Посмотрите, как красиво смотрится узор. Шикарный будет палантин. Очень красивый будет пуловер или какой-нибудь джемпер. Очень красивый. Шарф. Ну все. Давайте скажем спасибо Кате из Инстаграма. Мне жаль, что нет фамилии. Я не нашла фамилии в профиле. Ставьте лайки, если вам понравился мастер-класс, если вам понравился узор. Пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал.
и присоединяйтесь к нам везде, где мы есть в интернете. Все ссылки вы найдете под каждым нашим видео. Я желаю вам здоровья, позитива, удачи и ровных легких петелек. Пока-пока!